Остался лишь день до нашей свадьбы, а теперь целая вечность. Долг платежом красен, Диего. Шеф, вы себе места найти не можете? Это связано с тем покушением, про которое вы мне рассказывали? Я только что был на кладбище и дал понять Диего, что вернул должок. Однако я не могу понять его мотивы. Я не могу поверить, что он за что-то ненавидел Хуана. Хуана просто невозможно за что-то ненавидеть. Он добрейший старик. Был. Я думаю, Хуан осознанно или случайно забрался в грязное белье Диего. Фу, это как те япошки, которые понаставили у себя в Токио автоматов по продаже использованных трусиков и... О господи, нет, Джей! Я в переносном смысле. Хуан раскопал какую-то тайну Диего, которую он никому не хотел открывать. Настолько сильно не хотел, что даже пошел на попытку убийства. А что вообще представляет из себя этот ваш Дуэйн? Диего, постаревший мачо Ларелакс, он содержит несколько клубов. Охрана его клубов что-то вроде организованной банды, и люди уже начинают называть их городскими ацтеками. Хотя сложно назвать бандой толпу тренированных молодчиков в дорогих костюмах. Джей, мне надо, чтобы ты проследил за Диего. Тут явно что-то нечисто, и я должен знать, что именно он скрывает. Почему именно я? Потому что всех моих людей и, естественно, меня, его охрана прекрасно знает. Ты новый человек в этом городе, и трудно подобрать более подходящего наблюдателя. Я не спутаю аромат этих духов ни с чем другим. Вы разыскали меня, мисс И. Что будете делать? Завершите начатое? Наивно. Если бы я хотела пристрелить тебя, Генри, я бы сделала это еще месяц назад. Не забыл вашу маленькую вечеринку у берегу Фиера? Такое не забывается, мисс И. Ты мне нужен, Генри. Тон Красного Геккона должен распространить свое влияние и на этот город. И ты мне в этом поможешь. А потом вы меня все-таки пристрелите? Это зависит от того, будешь ли ты хорошим мальчиком, Генри. Как будто у меня есть выбор. Так, ты будешь двигаться бесшумно и укрепишь свое здоровье. Чертов адвокат! That car gets me wet.
Ола, я знаю, какой вопрос ты задашь, амиго. Сразу хочу заверить тебя, что деньги твоего босса в безопасности, и кокс, купленный на них, уже в пути сюда. Мой мексиканский партнер отправляет его по частям. Представляешь, за один раз весь товар самолет увезти не смог. Пришлось летать снова, и снова, и снова. Да-да-да, целая хренова туча кокса, амиго. Твой босс удесятерит свои капиталовложения. Очень на это надеюсь, поскольку босс волнуется. Если ты мне лжешь, придется отрезать тебе... Что за дерьмо? А, черт! За ним! Черт! О, божечки мои, что я наделал? Сэр, мой друг ранен! Срочно нужна ваша машина! Я отвезу его в больницу! А как же ваш друг? Сам дойдет, да и не друг он мне! Не знаю, что случилось с тем парнем в маске. Я купил себе на распродаже новые вещички. Теперь он меня точно не узнает. Будем надеяться. Шеф, а можно я оставлю эту тачку себе? Это гибрид, и она едет бесшумно, если не гнать. Как хочешь, только отгони ее в кастомс. Там найди парня по имени Карл. Скажи, что от меня. Они с командой сделают все как надо. Спасибо, шеф! Что-то еще, или мне можно ехать к этому Конраду? Карл, погоди, успеешь еще. Нам надо действовать быстро. Мои изначальные подозрения подтвердились. Диего торгует наркотой, и все это время нагло врал Хуану, мне и остальным. Гребаный наркоторговец. Возьми пару ребят Ошура и отправляйся с ними в клуб Диего. Мне нужно, чтобы к утру этого клуба у Диего больше не было. Ты понял меня? Думаю, да, шеф. Будет сделано. Ну что же, Диего, я попробую вырвать у тебя ядовитые зубы. Вечеринка окончена. Покиньте помещение. Только без паники. Пожалуйста. Я притворюсь, что ничего не видел. Иди домой через черный ход. За тобой должок. Блин, а я хотел у нее номерок попросить. Ладно. Шеф, все сделано в лучшем виде. Охрана мертва, клуб в нашем, то есть я хотел сказать, в вашем распоряжении. Отлично. Вам бензина хватило? Конечно, хотя вы правы, этот джип очень прожорливый. Никогда бы не стал ездить на таком. Сплошное разорение.
А вот гибрид... Джей, я не про это. От клуба камня на камне не осталось, ведь так? Шеф, обижаете. Пара проворных уборщиц, и через день сможете его открывать. Мы работали аккуратно, ни одной дырки от пули на стенах. Джей, черт возьми, клуб надо сжечь. Сжечь, но... Канистры в багажнике. Джей, Генри? я хочу извиниться за бегство с той сделки, Джей. Я вел себя эгоистично. Мне нужна твоя помощь. Помнишь наш разговор? В общем, кошмар сбылся. Мисс И прибыла в Лос-Сантос. И мне надо присутствовать на встрече с ней за городом. Мне было бы гораздо спокойнее, если бы я поехал туда не один, а с тобой. А если я откажусь? Это предложение, от которого ты отказаться не сможешь, Джей. Подумай, если я смог найти тебя сейчас, то смогу найти снова. Встречаемся завтра в полдень на этом же месте. Не придешь, и мистер Чен все-таки сможет украсить банкетный зал твоей головой. В общем, я был вынужден согласиться. Что делать, шеф? Белладонна И. Веселая семейка. Папаша ее основал наркоимперию и возглавлял ее до своего ареста, а сама дочка впоследствии лишь убрала конкурентов. Джей, это прекрасный шанс накрыть всю эту шайку разом. Даже и придумать тяжело более удачное стечение обстоятельств. Значит так. Завтра ты едешь с этим Генри, а мои люди будут незаметно следовать за вами. Когда ты увидишь, что эта мисс И присутствует на встрече, помаши рукой. Мои люди примут это как сигнал к действию. Стой на месте и не шевелись. Пока будет идти стрельба, чтобы по тебе случайно не попали. Немного храбрости, и мы отсечем все головы этой гидре. Рад, что ты решил поддержать меня, Джей. Извини за угрозы. В нашем бизнесе иногда приходится действовать жестко. Ты мой единственный друг в этом городе, и я очень ценю твою помощь. Вижу объект. Мы ведем объект.
2, приготовьтесь. Объект сдал. Объект принят. Почему мы остановились? Разуй глаза и прочитай, что там написано. Объект уходит. Воздушная группа, принимайте объект. Объект принял. Объект прибыл на точку. Наблюдаю за въездом. Ожидаю группу захвата. Вас понял. Вперед, вперед, заходим. Не хочу раздолбать подвеску своей машины на проселке. А этой крошке все нипочем, верно? Да и меньше внимания на ней привлечу. Как это никого нет? Вас обвели вокруг пальца какие-то китайские барыги? И после этого вы называете себя профессионалами? Дьявол! Парень погибнет из-за вас, болваны! Генри, я думала, ты придешь один. Позвольте вас познакомить. Мисс И – это Джей Ли, мой партнер. Джей – это мисс И. Моя, то есть она… Я думаю, ты ему уже и так рассказал про меня, Генри. Вы та самая мисс И из Сан-Фьеро, которая заправляет в тонком красного геккона. Думаю, да. Других я не встречала. Что ты делаешь? Я, разминаюсь. Все тело затекло, пока доехали сюда в этой колымаге. Это очень подозрительно. Ты идиот, Генри. Ты привел сюда за собой хвост. А с тобой, молодой человек, мы позже побеседуем. Прочесать местность.
Сколько раз я говорил, не надо убирать, пока я в кабинете. Ой, я извиняюсь, я думал, это уборщица. Чем могу быть полезен, господа? Оставим формальности, Гибсон. Мое имя Джексон, Святой Джексон. Вчера твои псы изрешетили свинцом моих сыновей в переулке недалеко от Сайпресс Флетс. Я здесь для того, чтобы спросить тебя, что делали твои шавки на тех улицах, умытых слезами и кровью? Отвечай! Они патрулировали этот грязный наркорайон. А ты, Джексон, придержи язык, если не хочешь гнить на помойной куче вместе со своими сынками. Ну, то есть не на помойной куче, на свалке. То есть на кладбище. Ладно. Одним словом, убирайся. Вон отсюда. Я найду на вас управу, бандюки проклятые. Ты чувствуешь себя в безопасности здесь? У себя в кабинете, Гибсон. Я знаю, что если хоть пальцем тебя трону, пока ты здесь, я даже до лифта живым не дойду. Но за пределами этого здания рано или поздно тебе придется выползти из своей раковины, слизняк. И узнаешь ты, что имя мое Святой Джексон, когда мщение мое падет на тебя. Книга пророка Балас, глава 25, стих 17.